Дорогие друзья, сегодня будем готовить очень вкусную пасхальную выпечку. Это сырник с маком и сухофруктами, покрыт ягодной глазурью. Готовится он очень просто, без замеса теста. Все перемешали и поставили в духовку. Для приготовления нам понадобится 600 грамм творога, 160 грамм сахара, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, сметана и манка. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Перебиваем все блендером до однородной массы. Если нет погружного блендера, творог можно перетереть через металлическое сито. По одному добавляем яйца и хорошо перемешиваем. Добавляем одно яйцо, хорошо перемешали и добавляем следующее. Всего нам понадобится 5 яиц. Масса получается гладкая, однородная. В отдельную посудину откладываем 2 аполлоника подготовленной массы. К меньшей части добавляем предварительно проваренный и перетертый мак. Перемешиваем до однородной массы и отставляем ненадолго в сторону. В большей части творожной массы добавляем цедру одного апельсина, сухофрукты, можно орешки добавить. У меня это изюм, курага и цукаты дыни. Все тщательно перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 29 на 18 сантиметров. Творожно-маковую массу перемешиваем и выкладываем в форму первым слоем. Разравниваем и вторым слоем выкладываем творожную массу с сухофруктами. Если вам нравится такой рецепт пасхальной выпечки, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Отправляем пасхальный пляцок в разогретую духовку до 180 градусов, ориентировочно на 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Для приготовления ягодной глазури нам понадобится свежая либо свежезамороженная смородина. Можно использовать черную либо красную смородину. Перетираем ягоды через металлическое сито. В ягодное пюре частями добавляем сахарную пудру. Сначала я добавила 70 грамм сахарной пудры и перемешала с фруктовым пюре. Потом добавляю остальное количество сахарной пудры и вмешиваю в фруктовое пюре. Всего мне понадобилось 60 грамм ягод и 130 грамм сахарной пудры. Готовая ягодная глазурь очень медленно стекает с ложки и на поверхности оставляет узор. Прежде чем достать сырник с формы, он должен полностью остыть. По краю я прохожу ножом. С помощью досточки переворачиваю сырник и таким образом достаю его с формы. Глазурь очень быстро застывает, поэтому намазывать нужно очень быстро. Глазурь быстро застывает благодаря пектину, который содержится в смородине, и, конечно же, сахарной пудре. Глазурь моментально схватывается, поэтому быстренько равномерно размазываем и при желании делаем потеки. Пасхальный сырник я украшаю лепестками миндаля. Можно украсить сухофруктами, орехами, либо сахарной посыпкой. У меня глазурь застывала при комнатной температуре около часа. Ягодная глазурь отлично застывает, она не липнет к рукам и, что самое главное, она не крошится при нарезании пасхальной выпечки. Пасхальный пляцок с ягодной глазурью получился ароматный и очень красивый. Пляцок по вкусу получается очень нежный, никто и не догадается, что он приготовлен с творога. Вы только посмотрите, какой красивый и яркий получается сырник в разрезе. Пасхальный сырник с маком и сухофруктами, с ягодной глазурью получается очень вкусный и готовится незаморочливо. Обязательно приготовьте такой сырник на пасхальный стол, удивите своих гостей и порадуйте родных.
Приятного аппетита!